Там лучше, чем где бы то ни было. Родное место, ассоциирующееся с нежностью и любовью. По-своему доброе место, где отмечают праздники с родными и любимыми. Всем привет! С вами Смирнов Фуд, и сегодня я решил создать кое-что иное. Такого я еще не делал. Смотрите ролик до конца, вы и я тоже. Так как я повар, то и моим холстом будут продукты, и создавать свой шедевр я буду тоже, соответственно, из продуктов. Я покажу, как художник создает то, что пока еще является его фантазией. Но это ненадолго. Скоро вы увидите, как я обосрался. Реализую свою идею. Начинаем делать кое-что иное. Я уже подготовил сахар 500 грамм. Сейчас мы его будем растапливать. Огнище. Топим сахар. Сахар мы сожгли. Сделали мы это для того, чтобы изменить цвет. Вообще изначально идет тростниковый сахар, он коричневый. Обычный сахар, он белый. Чтобы сделать его коричневым, ему нужно сжечь. Почему мы не купили сразу тростниковый сахар? Во-первых, дорогой. Во-вторых, дорогой. В-третьих, у нас до хрена обычного сахара. Спасибо нашему спонсору. Залили кипяток в наш жженый сахар. Получился сироп. Надо растворить все. Потом будем добавлять следующий ингредиент. Добавили воды. Теперь нам надо довести до кипения, добавить масло и растопить сливочное масло в этом сиропе. Масло у нас готово. Запуск. Ах ты ж мразь. Бывает. Имбирь, корица молотая, соль, перемешаем. Это интересно, когда я добавлю соду. Залили всю плиту. Когда вы нагреваете будущее тесто для при добавлении соды, начинает подниматься пена. Собственно, вот она у нас вся на плите и оказалась. Так, теперь надо это остудить. Пахнет прикольно. Ну, очень сладко. Прям запах, даже через запах ел от этого количества сахара. В общем и целом, для чего мы остужаем? Нам надо будет добавить яйцо куриное. Оно, как вы знаете, имеет свойство сворачиваться, белок. Ну и желток, в принципе, тоже. Поэтому нам надо остудить и потом добавить яйцо, чтобы оно не свернулось. Добавляем яичко. И перемешиваем. Добавляем муку.
Хорошо. Теперь нам это тесто нужно убрать в пакет и в холодильник на 8 часов, для того, чтобы оно стало более эластичным. Все. Тесто простояло 8 часов. Если вы не можете через 8 часов достать тесто, ничего страшного, оно может стоять и день, и два, и три. До месяца оно спокойно простоит в вашем холодильнике, и ничего с ним не будет. Можете также его заморозить. В замороженном виде оно пролежит у вас месяца 3 точно. Мы же продержали 2 дня. Начинаем, приступаем, продолжаем. Готово. А как его доставать отсюда? Оно не липкое. Лучше сразу убрать, пока оно еще теплое, в пакет. Иначе, как вы уже видите, прилипло, и теперь надо как-то это вынимать. Чуть себе глотку не вскрыл. В силу того, что сейчас происходит в стране, скорее всего, YouTube закроет. Но это еще, конечно, не точно. У меня есть еще Яндекс.Дзен, ссылочка будет в описании. И также есть Рутуб. Соответственно, ссылочка тоже будет в описании. Переходите, смотрите тоже. И на этих русскоязычных платформах тоже веду свой канал. Зашибись. Ложка погнулась. Достали. В общем, чего томить. Расскажу сейчас, что мы делаем. Делаем пряничный дом. У нас есть вот такие формочки. У нас есть тесто, из которого мы сейчас будем делать части дома. Потом это будем склеивать. По размерам все подогнали. 12,5 сантиметров. Это у нас получается вот эта часть. Здесь 11. Крыша 7,5 сантиметров. Вот такие формочки, это боковые стены, крыша. Ну, в общем, вот у вас будет домик, дом, стена, крыша. Размеры 12,5, 11, 7,5. Ну, соответственно, вот эта сторона тоже 7,5. Крыша 12, 16, все в сантиметрах. Стена 10,5 на 15. Вырезаем наш будущий дом. Итак, попытка номер 2. Ставим наши формы на 10-15 минут на 170-180 градусов. Половина дома у нас уже готова. Осталось дело за малым.
доделать оставшиеся части. Это 2 крыши и 1 стена. И пока это все будет стоять в духовке, мы сделаем окна. Белок отделяем от желтка, желток нам не понадобится. Часа 3-4. У нас застыло все. Как вы сами видите, все держится. Но приступим, в общем. Приклеиваем крышу. Наконец-то мы приготовили этот чудесный дом из пряника. Но оно того стоило. Посмотрите, какая красотища. Ну, можно было еще там тут порисовать, но уже силушек богатырских не хватило на это все. Тесто осталось. Из теста вы можете сделать вот такие замечательные печенюшки. Все максимально просто. Если вы когда-нибудь лепили пельмени, в принципе, делаете все точно так же. Я взял стопочку, вырезал кружочек и в кружочек засунул орешек. Я взял кешью. Я не знаю, да все что угодно там можно засунуть, что пригодно для еды. То есть я засунул кешью. То есть получилось очень вкусно. То есть необычное сочетание. В общем, вкусно. Пробуйте, готовьте. Окошечки мы тут сделали. Створочки открытые. Если вы надумаете делать такой домик, советую. Прикольно, на самом деле. Можете вот эти окошечки сделать немного по-другому. Например, прямо в стене вырезать дырки и уже, когда будете украшать глазурью, просто нарисовать контур белый. То есть тоже получится не менее красиво. Мы вот решили сделать так. Вернулись мы к двери. Ступенечки у нас тут. Это вот, как он, чердак называется.
Чердак. Труба. Зацените трубу. Пятачок поросячий какой-то получился. На самом деле ничего сложного в этом нету. Здесь больше времени уходит на ожидание. Когда мы сам дом уже склеивали, вот эта глазурь, еще раз напомню, глазурь у нас из яичного белка и сахарной пудры, тоже долго сохнет. Приходится, то есть намазал пару деталей, ждешь пока они склеятся. Целиком за раз склеить невозможно. С грехом пополам я кое-как умудрился, тут стаканов кучу наставил, стены сначала слепил, потом часа 2-3 ждал, пока это все засохнет. Ну, не клей момент у нас все-таки. Пищевые продукты, поэтому свойства у них немного иные. Собственно, вот такое вот 8-е чудо света получилось. И еще, если вам интересно, как я делал это печенье, если вы хотите, чтобы я снял отдельный ролик на это печенье, пишите в комментариях. Мне не сложно. Для вас все что угодно. Все, всем спасибо, всем пока.